Мы записали интервью с разработчиком контроллера для электронных стадикамов Алексеем Москаленко. Многие знают результаты его трудов под названиями AlexMOS или SimpleBGC. Производители стадикамов по всему миру используют его контроллеры. Я же начал просто на коленке собирать что-то из того, что было доступно мне. То есть народ сразу начал: о, мы тоже хотим, давайте. Просто мне начали засыпать письмами со всего мира. Достаточно несложно запустить свой продукт, используя наш контроллер. Камера может автоматически наводиться на объект съемки. Я даже могу продемонстрировать, пока его никто ничего не видел. Ну вот мы сейчас как раз на этапе публикации. Я сам по профессии программист, но закончил физтех, то есть какие-то знания, знакомства с электроникой были. Начал собирать квадрокоптеры, писать под них софт, ну, не писать, а изменять то, что было уже написано, что-то экспериментировать, что-то свое пытаться сделать. Ну и все, кто запускал квадрокоптеры, у них, естественно, возникало желание с них поснимать что-нибудь. На тот момент были стабилизаторы для камеры, но они в основном были на сервоприводах. Народ мучился с ними, пытался получить какую-то более-менее адекватную стабилизацию. Ну, я когда попробовал, то как бы сразу понял, что это тупиковая ветка. То есть, да, они работают, но чтобы из них получить, нужно очень сильно постараться. То есть были там такие серьезные системы, где какие-то проблемы решались, какие-то оставались. Вот. Ну, соответственно, начал размышлять в направлении, а как можно вообще стабилизировать камеру по-другому. И вот пришел к идее взять обычные бесколлекторные моторы. И начал вот с ними уже экспериментировать. Ну и в итоге вот пришло то, чем я сейчас занимаюсь. Ну, то есть на тот момент каких-то аналогов, приближенных по качеству стабилизации, не было еще, да? Был уже аналог от компании DJI. Они выпустили подвес ZenMuse. Притом никто не знал, как он работает. Естественно, он стоил там каких-то безумных денег. Я его в глаза не видел даже, как он работает там и как он устроен. Но предположения были о том, что там вот именно вот эта технология используется. Бесколлекторные моторы прямого привода. Вот. Ну, как выяснилось потом, я немножко по-другому подошел к решению этой проблемы, чем они. Вот, у них, конечно, более серьезно это все было. С самого начала там у них этот подвес был очень высокого уровня. Я же начал просто на коленке собирать что-то из того, что было доступно мне. То есть, из тех знаний, естественно, которыми я на тот момент обладал. То есть максимум, что я программировал, это Arduino. То есть вот начал я вот с этого микроконтроллера. Он, по сути, создан на базе Arduino, да? Или нет? Да, первые мои подвесы были созданы на базе именно вот этого микропроцессора, который стоит в Arduino. То есть первая версия 8-битная, она была написана, ну, фактически на железе Arduino. Первая версия заработала, и я понял, что да, технология рабочая, перспективная. Начал делиться этим с другими на форумах, там, на YouTube. Выложил самый первый подвес, который я сделал. Там моторы вручную намотаны, что-то там слеплено из алюминия. Вот оно заработало, и при том качество было на порядок лучше, чем у подвесов на сервах. То есть тогда было сразу понятно, что оно пойдет дальше. То есть народ сразу начал: о, мы тоже хотим, давайте. То есть вот то, что меня тоже привлекло, и, видимо, привлекло многих других пользователей, то, что, в принципе, можно на коленке самому это сделать. Самая сложная часть — это контроллер. Вот если его начать продавать, все остальное люди сами сделают. Собственно, вот в этом направлении я и начал развивать этот проект. Конечно, путь пришлось пройти очень сложный, большой, то есть пришлось много очень изучать, осваивать новые для меня совершенно области. На тот момент какая-то была работа, или это уже приносило какие-то деньги, и вы занимались только Нет, этим? я работаю программистом, поддерживаю интернет-магазин. То есть и до сих пор продолжаю, это моя основная работа. Разработка подвесов, как бы, ну, фактически второй проект, который я веду, вот он уже полностью мой. После 8-битных, естественно, очень быстро стало понятно, что ограничения микропроцессора, они достаточно существенны. То есть, ну, можно до какого-то уровня развить. Я начал с 2 осевых подвесов, потом добавили 3-ю ось.
Ну, и все, в общем-то. Память закончилась, ресурсы закончились. Надо было переходить на 32 бита. Естественно, у меня в разработке программирования электроники опыт был нулевой, ну какой-то минимальный опыт в плане хобби, который я получил. Я тогда обратился к программисту, который занимался уже этими системами, 32-битными микропроцессорами. Ну, мы вместе с ним портировали текущий проект на 32 бита. Ну, естественно, было понятно, что дальше развивать его, просто там, ну, кому-то платить деньги, там, и он будет его программировать, да, по моему заданию. Ну, мне это не очень нравилось. Люблю именно сам реализовывать все, что мне нужно. Поэтому достаточно быстро я изучил всю эту систему. STM32 мы выбрали. И сейчас я достаточно на неплохом уровне владею программированием микроконтроллеров. Вот этот опыт я получил в процессе работы над этим проектом. А именно вот выход уже на мировую арену? Абсолютно от меня тут ничего не зависело. То есть просто мне начали засыпать письмами со всего мира. То есть мы хотим, давайте, мы хотим использовать, мы хотим делать свои решения. Разработали технологию лицензирования, разработали технологию, ну там, естественно, это все требует достаточно много сопроводительного софта сервисного, там прошивать, тестировать, когда дело доходит до уже именно фабричного производства, особенно когда дело доходит до готовых продуктов. Вот, например, один из самых первых подвесов, он еще на 8-битной плате, но уже трехосевой, достаточно неплохо работал для того времени. Это, допустим, наш партнер из Польши, Бестеди. Вот они одни из первых с нами начали работать. Мы никому не отказываем, естественно, все, кто хочет использовать, вот у нас есть какие-то такие определенные, достаточно простые условия. Порог вхождения поначалу был низкий, сейчас он, конечно, стал повыше, потому что система развивается, усложняется. Достаточно несложно запустить свой продукт, используя наш контроллер. То есть вы продаете возможность производить ваш контроллер и пользоваться вашим... Фактически лицензируем софт, вот, собственно, и все. Электронику, ну, там схема достаточно простая в плане электроники, поэтому это все наши партнеры сами разрабатывают, ну, либо используют наши какие-то образцы как в качестве образца дальше. Дальше они уже это все производят сами, а мы просто софт лицензируем. На форумах нам прислали кучу вопросов. Спрашивает Андрей Чернов, почему была и остается платформа Arduino. На Arduino мы закончили развивать уже 2 года назад, но на самом деле первые, даже наши самые первые контроллеры, которые начали делать там все, кому не лень, в том числе там, ну, даже без лицензии, потому что она была не защищена вообще никак, эта прошивка. Ну, получилось достаточно удачно и до сих пор работает. То есть многие используют контроллер там AlexMOS, да, там называется, под этим брендом 8-битный, ставят в подвес, и она все работает, и их продолжают производить. Конечно, мы сейчас давно перешли на 32-битную систему, уже достаточно, ну, очень большая пропасть между 8-битной и 32-битной. То есть все-таки 2 года интенсивной разработки, они чего-то стоят. Ну да, я познакомился, у меня первый подвес был ваш 8-битный, DUS китайский. Ну, я, конечно, с ним голову свернул. Ну, впервые познакомился с софтом, конечно, это бессонные ночи, я думаю, у всех поначалу были. Как настроить, вроде бы работает, потом нет. Ну, конечно, да, уже 32-битная, а сейчас уже и энкодеры уже добавили, да? Да, это тоже дальнейшее развитие. Ну, естественно, мы что-то получаем опыт, какие-то новые идеи приходят. Вот с энкодерами система становится на порядок лучше, поэтому сейчас вот в основном производят уже именно такие версии. Вот если фабричные взять, вот, например, вот тут уже энкодеры используются. То есть он, по сути, уже не требует настройки? Ну, его настраивает производитель на подвес, на заводе. Ну, один раз настроил, дальше он просто копирует, калибрует. Нет, какие-то процедуры калибровки, естественно, нужны. Там все-таки система сложная, там и сенсор, акселерометр, гироскоп надо откалибровать, и энкодеры откалибровать нужно. Ну, все это достаточно автоматизировано и несложно.
Тропин Александр спрашивает, почему настройки одного стадикама не дают такой же результат на другом таком же стадикаме. То есть если скопировать настройки на другой подвес, то он не работает на них так же. Есть общие настройки, которые не зависят от железа, есть, которые зависят. Настройки, как я сказал, калибровать нужно иммунсенсор индивидуально каждый. Вот. Определить направление вращения моторов, опять, если без энкодеров, это тоже нужно. Но это всего лишь там 2 галочки. А в целом, если подвесы абсолютно одинаковые, то должны, соответственно, настройки подходить абсолютно одинаково. Еще, так как настройка зависит от камеры, которая там установлена, то и камеры должны быть одинаковые. Если мы ставим другую камеру, то нужно менять усиление обратной связи под нее, уже подстраивать. Сейчас есть автоматическая функция на 32-битных системах, которая достаточно эффективно настраивает все PID-параметры. Так что это тоже не проблема. А почему тогда китайские производители, когда получаешь стадикам из Китая, он вроде бы настроен, но как-то и не настроен. Я так понимаю, они один настроили, на все раскопировали, да? И приходится, по сути, с нуля каждый раз настраивать. Они настраивают под какую-то универсальную камеру, сферический конь, да, там, не знаю, какую они там ставят камеру. Вот когда вы ставите свою камеру, тут даже короткий объектив, да, или длинный, а тут уже сильно влияет на функционирование. И еще такой момент, что китайские производители не всегда достаточно хорошо владеют технологией, и понимают, что они делают. То есть они добились какого-то минимального функционирования. Вроде бы электроника работает, ничего не сгорело, все подключено, и все. На этом достаточно. Дальше там мы просто для интернет-магазина тестируем различные стадикамы, и они всегда приходят, я даже не могу предположить, под какую камеру они могут быть настроены, потому что, видно, что они неадекватно себя ведут, и нужно все-таки вмешиваться в настройки полностью. Естественно, система достаточно в настройках, там очень много тонких настроек, которые нужно понимать. Поэтому более серьезные производители, у них более универсальные настройки. То есть одни настройки подходят для многих камер. То есть это зависит, естественно, от механической конструкции, то есть насколько жесткая система, насколько моторы качественные. Самые недорогие китайские подвесы, конечно, они требуют до настройки. Влад Василенко спрашивает, как отличить оригинал Алексмос от китайской подделки? Я могу сказать, что все 32-битные системы сейчас у нас лицензированы. Мы сделали сильную систему защиты, которую китайцы не взламывают. 8-битные, скорее всего, не оригиналы, но там я не думаю, что есть какая-то разница. Их, в принципе, уже не используют. Их ставят где-то, используют. Но они, что оригинал, что нет, он работает одинаково. То есть фактически я не думаю, что насчет этого стоит переживать. Единственное, что есть наши партнеры, которые, допустим, переработали схему, да, под себя, сделали там другой форм-фактор, выпустили контроллер. Что-то поменяли в схемотехнике, это нельзя сказать, что это не оригинал. Это также все по лицензии. Просто это их видение, как она должна работать. Мы тестируем свои все прошивки, доработки на тех контроллерах, которые сами делаем. То есть у нас на сайте вывешены. И их многие делают также по лицензии и продают. Наши партнеры. Может быть, с минимальными какими-то изменениями. Максим Самборский спрашивает как раз на эту тему, где брать хорошие платы и подвесы, желательно с указанием брендов, да, то есть, я так понимаю, на вашем сайте. У нас на сайте есть список, где купить. Есть несколько крупных производителей в Китае, которые продают их достаточно недорого. То есть на нашем сайте то, что мы продаем в нашем магазине, они все-таки стоят подороже, потому что мы делаем на заводе в Европе. Еще когда искали, где производить наши все контроллеры, мы выбрали именно проверенный хороший завод и посмотрели на его качество, и очень не было ни одного нарекания до сих пор. То есть качество очень хорошее, поэтому мы
у них и остались, и производим его. Ну, естественно, это стоит дороже, чем в Китае они могут сделать. Я понял. А почему сами не производите полностью всю систему? Тоже хороший вопрос. Все-таки я думаю, что каждый должен заниматься тем, что он умеет лучше всего. То есть, так как я у меня нет опыта в организации производства сложной системы, а это достаточно сложная система. Вот, поэтому я предпочитаю заниматься только софтом. Вот. У нас есть специалисты, мы с ними работаем, которые разрабатывают электронику. То есть я я поначалу сам пытался в это все вникать. То есть первую схему, которую 8-битную я сам спроектировал и производил. А потом понял, что это не мое, поэтому достаточно много времени уходит на именно программирование, и там я предпочитаю все свои ресурсы именно тратить туда. Так как у нас сразу появилось много партнеров, которые захотели производить именно механику, пускай производят. Мы будем заниматься своей частью, а не своей. Тоже верное решение, да, вы больше охват достигаете. А как в целом оцениваете системы стабилизации DJI? Достаточно качественные. Я с ними, с Zamuse, допустим, я не знаком, видел другие системы. Osmo, например, мне очень понравилось, вот то, что под ручной стадикам собственные камеры маленькие. Вообще все их продукты достаточно высокого качества. То есть, молодцы. По сравнению со всеми другими китайскими компаниями, они, конечно, очень сильно выделяются. Максим Самборский еще спрашивает, куда идет развитие систем стабилизации? Как вы видите будущее вообще этого рынка? Хотя казалось даже год назад, что рынок уже близок к насыщению, но оказалось, что нет, очень наши решения, несмотря на то, что они там кустарные какие-то и полуфабрикаты, все равно пользуются спросом. Люди сами что-то любят делать, да, руками сами, это всегда останется. Появилось очень много производителей в Китае, которые делают стадикамы для GoPro, для смартфонов, но все равно рынок очень далек от насыщения. То есть спрос на них будет расти, люди будут оценивать, насколько это, какие это дает возможности для съемки по сравнению с обычным телефоном. Ну а именно вот технически, какое развитие может быть дальше? Технически в плане повышения качества стабилизации, думаю, ничего уже не изменится. То есть вот эта система с энкодером, вот это достаточно уже, все параметры у нее хорошие. То есть качество стабилизации, энергопотребление низкое. В изготовлении ничего там уже не упростишь. И мы сейчас развиваем, и будут развиваться это сопутствующие системы, это, допустим, системы наведения камеры автоматические, трекинг лиц, трекинг каких-то маяков. Это вот то, что нам интересно дальше развивать. Недавно общался с ребятами, тоже наша российская компания, которая занимается системой 2D позиционирования. Притом она работает внутри помещения, в отличие от GPS. Тоже, но это больше для профессиональной видеосъемки. Тут появляются возможности и для наших стадикамов, то есть можно, допустим, наводить на маяк, который будет с точностью до 2 сантиметров. То есть какой-то передатчик, да? Да. То есть камера может автоматически наводиться на объект съемки. Плюс записываются ее координаты и координаты объекта съемки для последующих комбинированных съемок. То есть это очень важно. Притом эта система, то, что они делают, она достаточно простая в развертывании и недорогая. То есть когда мы ее интегрируем с нашей системой, то, мне кажется, будет очень интересное такое решение. То есть, возможно, можно будет сделать апгрейд уже имеющихся стадикамов? Да, естественно. Мы всегда идем по пути поддержки старых всех версий. То есть у нас там в любом контроле есть вход для управления камерой. И если мы сделаем вот эту интеграцию системы позиционирования, то она будет подключаться к любому существующему подвесу. Единственное, что там, конечно, версии с энкодерами, они более функциональны будут. Так как они все-таки дают больше информации о том, куда смотрит камера, как ориентирована рама. Это связано с нюансами определения ориентации сенсором.
Мы сейчас свои мобильные приложения развиваем под iOS и Android. Будем дальше внедрять функции, ну, повышать как бы удобство пользования, то есть видео передача, да, передача видео. То есть с камерой, чтобы мы могли удаленно на планшете, допустим, ее видеть и управлять там камерой. Камеры для съемки виртуальной реальности, они у единиц есть фактически. Ну, допустим, я даже ее никогда не пробовал, что это такое. Но мои знакомые уже попробовали, и действительно для них нужны стабилизаторы обязательно. То есть, допустим, взять тот же Samsung 360, да, там сейчас вот самый доступный на рынке. Он дает неплохую картинку, потом это очень интересно смотреть, там пересматривать, когда там человек где-то походил, да, а ты потом смотришь, как бы его глазами фактически, да, в этом месте. Ну, она трясется, то есть там нужны стабилизаторы определенной формы. Классические не подойдут из-за специфики камеры, так как у нее охват 360 градусов, нужно, чтобы она смотрела, ну, не закрывал стабилизатор обзор. Ну, есть как бы идеи, как правильно его сделать, он будет также достаточно удобным, простым обращением. У нас и есть и партнеры, которые делают такие серьезные очень системы, ну, естественно, в единичном исполнении, то есть, может быть, не всегда это видно, по крайней мере, мы это не афишируем нигде, но есть серьезные очень системы, которые в том числе в Голливуде используются при съемках на нашем контроллере. Ну, это какие-то индивидуальные решения, да? Малосерийные, скажем так. То есть они дорогие и малосерийные. Почему не пошли путем многопроцессорных модулей, а использовался один процессор? Ведь к этому времени DJI уже активно продавала ZenMuse, а Terrat имел два 32-битных процессора. Ну, во-первых, мы обходились одним процессором, потому что он достаточно мощный и ресурсов там много. Делать второй процессор просто ради маркетинговых буклетов там смысла не было. А сейчас мы как раз разрабатываем систему, где будет несколько модулей со своими процессорами. То есть, естественно, это в определенных случаях может быть полезно, так как упрощает разводку по подвесу всех проводов. То есть достаточно 4 провода: питание, сигнал и земля. Мы используем CAN-шину, она достаточно надежная, защищенная. Вот, разработали под нее свой протокол. Уже мы выпустили CAN-сенсор, то есть IMU-сенсор на этой шине. Есть поддержка в новых платах Extended этой шины. И вот сейчас мы как раз занимаемся разработкой модулей драйверов моторов. То есть, когда мы их закончим, у нас будет полностью вся система на CAN-шине с минимальным количеством проводов, которые нужны. То есть в модуле мотора будет энкодер, который можно прямо интегрировать его на одну печатную плату, и ее интегрировать прямо в мотор. То есть очень будет такая простая для сборки система. Я надеюсь, что наши партнеры, которые производят моторы, сделают такие моторы совсем уже, все, что нужно, там будет интегрировано, в том числе слип-ринги для исключения там ограничений во вращении. Вот, получится надежная система, которая будет работать даже эффективнее, чем сейчас. Еще вот один вопрос от Андрея Чернова. Почему автонастройка 32-битных контроллеров в большинстве случаев имеет весьма посредственный результат? И настройка ПИДов по-прежнему остается самым сложным этапом. Ведь не каждый, купивший ваш продукт, имеет даже отдаленное представление о принципе его работы, не говоря уже о настройке. Видимо, Андрей просидел не одну ночь тоже, изучая настройки. На самом деле я не соглашусь, потому что автонастройка сейчас достаточно продвинутая. То есть она использует сложные алгоритмы. И вот по всем моим тестам, по всем моим системам, которые у меня есть, где я тестировал, она давала результаты даже лучше, чем я мог вручную настроить. А это настройка с энкодером или без? Неважно. Ей не нужен энкодер, чтобы настраивать. Она использует просто IMU-сенсор нужен. И, в общем-то, все. Под капотом у этой системы достаточно сложная теория, которую мне тоже пришлось освоить, чтобы это все сделать. Называется это Iterative Feedback Tuning.
Если кому интересно, может почитать. Результаты мне очень нравятся. То есть, если у Андрея какие-то проблемы есть, он может показать, как бы со мной связаться, прислать примеры, что не получается. Мы тогда подумаем, может что-то можно улучшить еще. Кстати, как с вами можно связаться? Это на официальную почту на сайте писать Да, или куда, да? почта есть на сайте. Если какие-то технические вопросы, мы будем уже общаться напрямую. Вот. Так что проблем, я думаю, нет со связью. Ну, отлично. Развеяли сомнения. Ну, наиболее частые проблемы, допустим, то, что горизонт там плавает, да, там, или неустойчивые калибровки. То есть откалибровал, а потом она там начала опять его смещать. В этом плане, естественно, эта проблема есть, потому что используются достаточно дешевые сенсоры, вот, и простые. Мы бы рады использовать что-то более крутое, дорогое, но вот то, что совсем крутое, это, и уже где хорошие калибровки, начинается от $500 только за сенсор. Поэтому, естественно, нужно немножко разобраться в вопросе, как он функционирует, почитать руководство, где я попытался все это описать, и как можно эти проблемы все решить. И сейчас у нас в разработке собственный калибровочный стенд. То есть новый ИМУ мы будем калибровать у себя уже с завода. Это будут очень точные калибровки во всем температурном диапазоне. То есть мы сейчас делаем охлаждение до минус 40, нагрев до плюс 80. И калибровки не такие вот примитивные, как пользователи могут сделать, а более серьезные. То есть там будет прецизионные все поворотные столы прецизионные, где мы будем калибровать больше параметров, чем сейчас возможно. Вот. Ну, штука очень сложная, поэтому не знаю, когда появится. Мы уже где-то полгода делаем. То есть это стенд, в который будет помещаться стабилизатор, да, и настраиваться. Да. Ну, отдельный сенсор. Он там будет полностью настраиваться, и в ее промпамять, которая будет на самом сенсоре, будут все калибровки записываться. Достаточно потом его подключить к нашему контроллеру, и все, он будет работать. Когда мы его сделаем, естественно, мы запустим калибровку, и это будет уже серийно, то есть продаваться в нашем магазине такие сенсоры. Я думаю, что многие проблемы, именно связанные с завалом горизонта, там она решит. Другие проблемы, которые бывают, это при движении. То есть, когда мы движемся с ускорением, допустим, едем на машине или летаем на коптере, то из-за того, что ему сенсор у нас не может отличить там ускорение от силы тяжести, он подвержен таким проблемам. В качестве решения сейчас, вот то, что прямо сейчас можно применить, это подключить полетный контроллер через протокол MAVLink. Полетные контроллеры поддерживаются Ardu Pilot, ну, его версия Ardu Copter, Ardu Plane. Ну и в будущем мы сделаем PixHawk, вот, поддержку. Ну и второе решение, то, что применяют наши наиболее продвинутые пользователи, для которых вот эта точность очень важна, это вот и как раз берут дорогие сенсоры, инерциальные системы, в которых проблемы завала горизонта нет, и подключают к нашему контроллеру через протокол наш. То есть можно передавать всю информацию для коррекции, и тогда проблем не будет с сенсором. Но это, естественно, достаточно сложно, применяется в единичных системах, там, где картографирование, аэрофотосъемка, вот, где все это очень важно. То есть получается, что возможно, что китайские стабилизаторы, которые сейчас в большом количестве на рынке, они могут некорректно работать лишь потому, что китайцы ставят какие-то не очень качественные сенсоры туда, да? Ну, да, бывают сенсоры некачественные, но даже самые качественные сенсоры, они достаточно ограничены в своих возможностях. То есть это все-таки MEMS-технология, это далеко не то, что применяется там, для высокоточного определения ориентации. Вот, поэтому нужно придумывать всякие системы, которые их могут корректировать, в том числе там, с использованием GPS. Ну вот как в полетных контроллерах, там стоит GPS, барометр, компас, то есть дополнительные датчики. Вот когда вот все это вместе работает, оно уже позволяет какую-то более-менее нормальную точность получить. Ну и плюс
температурные калибровки, то есть либо температурная компенсация. Мгм. То есть это очень важно. Еще такой вопрос. Допустим, у меня есть стабилизатор 32-битный. Мгм. Насколько его легко апгрейдить, поставить энкодер? Что для этого требуется? И можно ли это сделать самостоятельно, например? Ну, на самом деле мы, конечно, предусмотрели возможность самостоятельного апгрейда, но достаточно сложно. То есть нужно разобраться, как они работают, изготовить печатную плату, либо купить готовую, где эти энкодеры уже стоят, Мгм. и сделать подключение. То есть схема подключения у нас на сайте выложена. Есть у нас специальная страничка, где описано все, именно все, что нужно, чтобы подключить энкодер и настроить их. Для энкодеров нужна специальная версия прошивки. То есть у нас есть там бесплатная попробовать и платная, которая стоит достаточно дорого, ну, потому что, чтобы повысить порог вхождения в это дело. Ну, чтобы просто случайные люди там не отвлекали. Там, вот мы не можем подключить, там, а может тебе это нужно вообще. Ну да, да, да. Вот. На данный момент до какой команды уже выросли? Что такое Алекс Мосс? Когда было принято решение, что можно проект монетизировать, так бы, и как дальше его развивать именно на коммерческой основе, я обратился к своим хорошим друзьям, с которыми мы до этого как раз вот интернет-магазинами занимались. Изначально было настрой, то есть я как технический специалист и два моих знакомых как директор и специалист по маркетингу, по продажам. То есть вот весь тот вал почты, который на меня обрушился, как только я выложил видео, там и пошел отклик. Они перерабатывали. Да, я просто уже вешался. То есть у меня просто не было времени ни на что, кроме отвечания на почту, ответов на почту. Вот они взяли на себя вот все вот эти вопросы продажи, вопросы заключения договоров всех. То есть я этим не занимаюсь, и это мне очень нравится, такая ситуация. Дальше у нас есть специалист по электронике, который разводит нам все, рисует схемы, разводит, изготавливает прототипы. Михаил Шикунов. Потом мы взяли специалиста в техподдержку, так как у нас есть сайт техподдержки, где можно позадавать вопросы, получить ответы какие-то простые. Ну, он как первичное звено. Да? Дальше, если что-то сложное, то я отвечаю. Это Андрей Талащенко. У нас есть еще один программист, очень толковый парень, который занимается именно какими-то новыми функциями. Но я как основной разработчик остаюсь, а он как бы мне помогает в плане развития прошивки. В планах еще взять еще одного программиста, так как задач очень много, хочется много чего интересного сделать, а ресурсов не хватает. Ну, непосредственно производством вы не занимаетесь, вы разрабатываете. Мы только да? прототипы делаем, да. То есть, если нужно что-то потестировать, мы делаем прототипы. У нас есть И там, дальше уже ваши партнеры. да, у нас есть своя мастерская, где есть какие-то минимум оборудования, там 3D принтеры, ЧПУ, там вот это все мы можем сделать, да. Что-то попробовать протестировать, а дальше, да, мы просто говорим, вот так вот делайте. И наши там китайские партнеры, вот может с успехом все делают. Вот такой очень неплохой подвес. Это подвес для GoPro, а еще есть подвес для смартфона. Вот он. То есть это один из тестовых прототипов, который мне прислали. Я его очень полюбил, то есть беру с собой в поездки везде, снимаю видео. Мне очень нравится, как он работает. То есть мне кажется, вот рынок пока еще недостаточно наполнен вот именно такими решениями. Ну и спрос еще будет очень большой на них. Так как я вижу, ты снимаешь сам на GoPro, мы решили тоже приехать не с пустыми руками. Хотим подарить тебе наш объектив Pixar для GoPro. Вот. Если его поставить, можно будет снимать без искажений. Там светосила, как у родного. У этой версии там довольно хорошая уже картинка, разрешение. И есть возможность регулировки фокуса, можно макро снимать. А как фокус? Вот так, да? Крутить? Да. Угу. Ну, я потом расскажу или пришлю спасибо. ссылку, как его можно установить, настроить. Вот. Я думаю, мне пригодится. Вот. Ну, тем более, если две GoPro-шки, я думаю, можно одну такую, чтобы разные ракурсы, разные картинки можно было получать. Я когда готовился к поездке к тебе, я звонил многим знакомым, там на форумах списывались с ребятами. Я говорю, ну, давайте
пришлите какие вопросы. Я как бы знаю, что ты для них авторитет. Вот. Ну и многие говорили, что, блин, я хотел бы с ним лично познакомиться, но вопрос, какой вопрос? Скажи ему просто, что он красавчик. Ну, мне приятно слышать, что моя работа кому-то нравится, ну, даже многим нравится, я знаю. То есть многие говорят спасибо там. Вот. Ну, очень приятно и дальше мотивирует продолжать развиваться. Особенно, когда узнаешь, что человек живет в Краснодаре, даже не в Москве, и ты получаешь из Китая стабилизатор, в котором стоит контроллер, который этот человек разработал, но это как минимум удивляет. Поэтому мы решили приехать, Ну, не знаю. познакомиться поближе, узнать, кто этот человек, как он смотрит на свой продукт, что он думает, какие планы развития. Да, на самом деле Москва, конечно, ну, это если бы мы решили бы разрабатывать полностью продукт, пришлось бы ехать в Москву, потому что в Краснодаре тут это аграрный край, туристический, тут производства особо и нет никакого. Так как мы разрабатываем только софт и обходимся там теми силами, что своей небольшой мастерской, то почему бы нет? Мне кажется, по всей России много таких толковых, талантливых ребят, которые что-то делают, и при том даже для мирового рынка. То есть просто не всегда об этом известно. Вот. Ну, в общем, неважно где, важно делать. В связи с политической ситуацией, да, у нас как бы то, что сделано в России, оно особо и не интересно никому говорить. Да. Некоторые партнеры нам говорят, что вот можно не говорить, что мы используем ваш продукт, там, или нас не упоминаете. Ну, почему бы нет? Нам это абсолютно не важно. Круто очень, что вы поймали свою волну. Я думаю, вы на ней будете еще плыть, ехать. Поэтому я желаю вам очень больших успехов. Они будут. Даже страшно представить, что будет, когда мы встретимся, возможно, лет через 5-10. Посмотрим это интервью и запишем еще новое, насколько все изменилось. Да, я надеюсь, что дальше будет только интереснее. Планы есть, в том числе я постоянно слежу за новыми технологиями, что-то можно начать уже и применять, вот, и что-то новое придумывать. Пока что вот за эти 2,5-3 года мы вот только сейчас мы подходим к тому состоянию, когда можно сказать, что да, вот в плане контроллера для стабилизации мы все, что задумано, выполнили. Ну вот осталось вот эту модульную схему сделать и доделать наконец наше приложение для iOS, Android и Windows, сделать более его подходящим для использования, чем оно сейчас есть. Сейчас оно слишком сложное. Я даже могу продемонстрировать наше приложение iOS. Пока его никто ничего не видел, но вот мы сейчас как раз на этапе публикации в Apple Store находимся. Да скоро уже появится. Хочу продемонстрировать первый раз наше мобильное приложение, над которым мы уже достаточно давно работали. И вот наконец мы его почти доделали. Вот сейчас оно публикуется в Apple Store. Вот. Поддерживается несколько вариантов подключения. Это Bluetooth и Wi-Fi. Bluetooth просто адаптер, который подключается к COM-порту любого контроллера. Вот, подключились. Ну, позволяет менять большинство настроек, которые можно изменить в GUI, вот в таком красивом интерфейсе. Вот. Притом есть несколько уровней, есть простой уровень, есть более сложный. Это когда там часть настроек скрыта и не показывается. Будет у нас режим управления, то есть, вот, допустим, управление джойстиком. Это у нас как такой же режим, как был в Android приложении. Но здесь еще будет режим управления устройством. То есть мы устройство ориентируем. Как камеру. Камера просто повторяет все наклоны. Сейчас у нас только
две оси, но можно включить и ось Roll тоже. Вот теперь полностью повторяет все наклоны планшета. Конечно, было бы круто еще видео, картинку здесь видеть. Тогда можно было удаленно управлять через интернет, например, или беспроводную связь, камерой, которая где-нибудь установлена далеко. Но пока что такого режима нет, но будем над этим работать. Если у вас появились какие-то вопросы к Алексею, напишите их под этим видео, и, возможно, мы снимем еще дополнительное интервью. Подписывайтесь на канал, будьте с нами. До встречи!